Друзья, всем привет! У меня сегодня на канале BMW 5 серии 520D X-Drive. Сегодня я вам хочу показать, как себя ведет автомобиль по заснеженной дороге. Такое же видео у меня было уже на канале про BMW 3 серии, но этот автомобиль был именно на заднем приводе. Такое же видео я снимал еще про Mercedes-Benz C-класса. Опять же, автомобиль был на заднем приводе. А вот сегодня я хочу вам показать именно BMW 5 серии на полном приводе, как ведет себя автомобиль в тех или иных режимах по заснеженной дороге. Когда я говорю про режимы вождения, у BMW есть три режима. Это обычный режим, когда у тебя включены все системы стабилизации. Есть режим Traction, это, так скажем, выключает систему стабилизации наполовину, то есть где-то дает тебя занести, но не полностью. И есть бешеный режим DSC Off, это когда выключается полностью система стабилизации и машина может стать полностью неуправляемой. Мы будем разгоняться по прямой в разных режимах, разгоняться до 100-120 км в час, посмотрим, заносят машину или не заносят. Будем заходить в повороты, попытаемся сделать красивые развороты на пятачке, посмотрим, в каких режимах как себя ведет автомобиль. Друзья, мы не хотим показать мастерства автоспорта, мы просто хотим показать, как ведет себя автомобиль по зимней дороге BMW 5 серии на полном приводе. Зачастую при покупке автомобиля многие люди не знают, как ведет себя автомобиль в тех или иных режимах. И я думаю, это видео поможет как раз таки определиться с выбором при покупке данного автомобиля. Кстати, этот автомобиль продается, ссылка будет в описании под этим видео. Еще очень важный момент, друзья. BMW 3 серии была на шипованной резине BF Goodrich. Резина была свежая, шипы были все на месте. Здесь стоит у нас 18 диаметра зимние шины Nokian Hakkapeliitta R2. Эти шины не имеют шипов. В простонародье эти шины называются липучками. И если у вас будет стоять шипованная резина другой компании или другого диаметра резина, автомобиль может вести себя по-другому. Ну а сейчас начинаем по прямой, потом у нас будет поворот, потом у нас будут красивые развороты, если, конечно же, получится сделать это все. За рулем будет сидеть сам владелец. Владельца зовут Фанис. Я буду снимать на камеру на месте штурмана. Или буду иногда выезжать на своей машине и буду снимать сзади. Если машину будет заносить, я хочу вам просто передать, насколько сильно машину заносит. Ну, поехали. А кого интересует новый автомобиль, предлагаю подписаться на наш телеграм-канал, где мы размещаем актуальные объявления на новые автомобили, которые вы можете себе заказать по перекупским ценам. Это Фанис, владелец автомобиля. Всем привет. Ну и мы начинаем. Мы встали на финишную прямую. Сейчас у нас обычный режим. Коробка тоже в обычном режиме. Просто по максимуму нажимаем на газ, объезжаем вот эту машину, которая там стоит. Ну и смотрим, что происходит с машиной. Так, 100 км в час. Как и полагалось, в обычном режиме ничего не происходит. Руль стоит на месте. Вилять не приходится рулем туда-сюда. У нас сейчас режим Traction. То же самое. Педаль в пол. Ну и разгоняемся. Ага, ну чувствуется, тут прям пободрее разгоняется, да? Да. И рулем приходится работать. Ну, чуть-чуть. В обычном режиме рулем не приходилось работать. Тут все-таки нужно подключаться, правильно? Все правильно. Но зато быстрее разгоняется. Ну и вроде бы особо и не заносят. Но я не вижу пока смысла здесь машину снимать сзади. То есть она едет ровно. Все, у нас режим DSC Off, педаль в пол. О. То есть тебе даже на асфальт пришлось выехать, да, чтобы выровнять машину? Чуть-чуть, да. Тут уже приходится руль держать крепко, потому что она пытается вырваться. 120. И разгон. Машина набирает мгновенно. Ее вообще уже ничего не держит. Даже по педали, по нажатию на педаль чувствуется, как легко
она разгоняется. Давай сейчас, знаешь, Фанис, как сделал? Мы заберем мою машину, посмотрим сзади, как ведет себя машина. То есть заносит ее или не заносит. Ну, то есть, понятно, мы заметили, что заносит, а снаружи это как выглядит, интересно. Пятерка мне немного фору даст. Ну, конечно, полный привод рвет и мечет. Ну нет, я не сказал, что машину что-то заносит сильно. Ну вот моментами есть, конечно, немного. На заднем приводе это выглядит намного страшнее. И там управлять очень тяжело уже. Режим комфорт. Сейчас будем заходить в поворот в 3 режимах. Режим комфорт. Машина едет. Что-то тут машина хотела вроде сделать занос какой-то, но сами увидели, что произошло. Никакого заноса тут и быть не может, когда все системы стабилизации включены. Какой-то занос был, да, в конце? Да, когда уже полностью выходишь в поворот, в этот момент машину начинает заносить. Но, скорее всего, это связано с тем, что все-таки резина стоит без шипов, и тут есть наледь, автомобиль не держится и пытается таким образом стабилизироваться. Вот. И, соответственно, тяга пропадает. То есть Ну, понятно. Оборотов нет. Да. Сейчас попробуем во втором режиме. Режим трекшн. О! Ну, что-то есть. Но видите, в конце концов все равно подключается стабилизация, и машина выравнивается. Режим DSC off. Система стабилизации выключены. Ну, понятно, все понятно. Я думаю, Фанис убрал ногу с педали газа. Ну что скажешь, Фанис? Вспоминаешь время, когда ездил на «Жигулях», то есть вообще никак автомобиль тебя не слушается. Несмотря на то, что полный привод. Да, ну, стабилизация выключена, приходится самому выравнивать автомобиль. То есть вот прям здесь, потом меня чуть не выбросило на другую сторону. То есть тут пришлось активно поработать рулем, чтобы он остался на дороге. И повторять заново такое не хочется. Но ты же отпустил газ? А по итогу отпустил, да. Ага. Просто, когда я отпускаю газ, мне в комментариях пишут, что не нужно отпускать газ, зачем ты отпускаешь, нужно выравнивать автомобиль газами. Но согласись, это невозможно Это газами невозможно. в этом. Если бы я не отпустил газ, я бы просто улетел либо сюда, либо сюда. То есть, ну, он же при этом колесами крутить не перестает, поэтому ну, это в режиме самосохранения. Ты просто отпускаешь газ и пытаешься его немножко выровнять. И дальше уже, подыгрывая газом, выравниваешь его. Вот как-то так вот. Так что, друзья, вот так. Когда газ не отпускаете, выбор невелик. Либо направо, либо налево. Совершенно верно. Фанис, еще давай попробуем. Знаешь что? Вот попробуй с места. Вот DSC off у тебя сейчас, да? Попробуй прямо педаль в пол. Я хочу заснять, как будут копать у тебя колеса. Задние, передние, вообще, как себя поведет машина. Вообще не едет с места по льду. Вообще не едет машина, да? Вообще не едет, просто стоит на месте. Потому что здесь наледь. А где мы разгонялись первый раз, просто по прямой, там более-менее заснежены. То есть такой... Согласен, да. Но я думаю, что и шипы, наверное, здесь бы буксовали по этому льду. Ну, лед, да, лед просто. Ну все, самое интересное. Пробуем делать пятачки или красивые развороты. Поехали. Обычный режим, развороты. Посмотрим, как поведет себя автомобиль. Машина полностью остановилась, можно сказать. Это обычный. Смешно? Все смешно. Ну тут неровно просто, поэтому не очень. Места маловато. Не, а как, ты же все равно по газам-то давал, наверное? Да. Машина не едет, все равно. Режим трекшн. О, что-то есть. Ну и без стабилизации. DSC off, как мы все любим. Газ убрал, потому что здесь бугорки. Фанис жалеет машину, но все правильно.
Друзья, вот мы и показали, как себя ведет автомобиль BMW 5 серии на полном приводе по заснеженной дороге. Показали, как разворачивается этот автомобиль в тех или иных режимах. От себя хочу сказать, что несмотря на то, что это все-таки полноприводный автомобиль, вы легко сможете сделать заносы или разворачиваться на месте. Полноприводный автомобиль отличается от заднеприводного, от той же самой тройки, пятерки заднеприводной, тем, что когда вы входите в поворот, все-таки нужно поддавать больше газа. Ну и при разворотах, наверное, это единственное отличие. Естественно, по заснеженной дороге, по прямой, полноприводный автомобиль ведет себя намного увереннее, никуда не бросает, только в режиме DSC Off появляется определенный дискомфорт, но на заднеприводном автомобиле, посмотрите, кстати, мои видео старые и сравните, на заднеприводном автомобиле это просто ужас. Ну, я думаю, на этом все, друзья. Ну и всем пока.